Привет всем, это Паша from Russia. Сегодня я отвечу на вопросы под первым видео и расскажу о ситуации с коронавирусом. И в этом мне будет помогать мой друг Мигель. Ставьте лайк, если вам понравился, если нет, мы его отсюда уберем. Первый вопрос. А непосредственно сам процесс обучения насколько сложен, именно учебная нагрузка по сравнению с СНГшной? Конечно, сравнивать PhD с аспирантурой в США мне тяжело, так как в России я не учился в аспирантуре, хотя у меня есть друзья, которые там учатся. Но как я вижу, в США намного меньше практических занятий. В моем универе занятия складываются только из лекций на уровне PhD. Каждая лекция длится 3 часа. Остальное все это домашние задания, курсачи, там, и любые другие там проекты ты делаешь дома своими собственными силами. У профессора или teaching assistant у них есть время, office hours называется, где вы можете задавать ему вопросы, спрашивать вам что-то было непонятно, спрашивать вопросы по домашнему заданию, советы там, и так далее. Плюс, естественно, понятно какой, ты понимаешь, что на тебя никто не давит. Но и минус в том, что никто тебя не будет торопить и говорить, когда дедлайны, а когда ты узнаешь, что дедлайн вот-вот уже приближается, ты сразу начинаешь в торопях что-то делать, пытаешься выкрутиться. Ну, естественно, обычный эффект студента. Резюмируя, могу сказать о том, что учиться сложнее, потому что очень много самостоятельной работы, никто вам не ответит, не подскажет, и вы должны брать все под свой собственный контроль. Но у вас есть помощники в виде teaching assistants или профессор, который ответит на ваши вопросы. И здесь они действительно помогают, они очень добродушные и всегда идут на помощь. Вопрос номер 2. Паша from Russia, а ты еще ассистент вроде, то есть к тебе еще другие студенты подходят, им что-то должен объяснять до кучи. Все верно, я ассистент, но я research assistant или RA. То есть я занимаюсь исследованием, я не занимаюсь учебой. Но мне это еще впереди предстоит. В следующем семестре я буду TA для своего профессора в курсе, который мы сейчас разрабатываем. Должен сказать, что Teaching Assistance – это неотъемлемая часть PhD процесса. Она обязательно, каждый студент должен пройти Teaching Assistance хотя бы один семестр. Если вы собираетесь заниматься именно учебой для дальнейшей работы в университете, то Teaching Assistance – это прям must-have. Это то, что вы обязательно должны иметь в своем резюме. Могу рассказать о своих коллегах. Я видел, что те коллеги, которые Teaching Assistant, к ним подходят студенты, они действительно уходят в отдельную комнату, объясняют им материалы. Я так понимаю, это и домашние задания, и лекции. То есть любые вопросы для этого есть Teaching Assistant. Следующий, номер 3, это даже не вопрос, а комментарий насчет Греции. Да, в Европе PhD отличается от американского, и это я знаю, так как я хотел поступать в Европу, а именно в Италию, как мой запасной план есть. Учеба PhD в Европе отличается как минимум тем, что она максимум 3 года. Нельзя поступать на PhD, имея только бакалавр. То есть надо иметь уже законченную магистратуру. Но, как и практически в любом университете ЕС, я так думаю, что практически в любом, согласен, образование бесплатно. И студентам платится определенная стипендия. Я не знаю, насколько она большая, но тоже слышал что-то в районе 1000 евро. Это не знаю, насколько этого хватит, чтобы снять квартиру, покупать еду или так далее. Но так как образование бесплатное, вам для получения студенческой визы в Европу надо показать, что у вас есть средства, чтобы себя содержать. По-моему, это в районе 10 тысяч евро в год. Я, опять же, не буду утверждать, потому что я не проходил этот процесс, но, наверное, так и есть. PhD процесс там тоже оплачивается, потому что люди понимают, что за это время надо как-то жить. Поэтому, да, все студенты в ЕС на уровне PhD также получают стипендию. Могу только сказать о том, что на Teaching или Research Assistantship в Америке одному жить вообще довольно-таки просто. Это порядка, в моем университете, 1600 евро в месяц. То есть, если вы снимаете комнату, живете с кем-то, то у вас, грубо говоря, остается там $1000 только на себя, а этого прям вот выше головы. Естественно, если вы, как я, с супругой, то уже немножко тяжелее, потому что надо снимать отдельную квартиру
За это надо платить гораздо больше денег. С ребенком будет еще хуже. Но, в принципе, могу сказать, что я здесь живу примерно так же, как я жил в Санкт-Петербурге, получая больше 100 тысяч рублей зарплату. У меня будет отдельный выпуск о том, какие здесь цены, на что надо тратиться, на что надо ожидать. Возможно, это будет развенчание мифов и каких-либо там надежд. Но я сделал этот выпуск, я знаю, что вам это будет тоже интересно. Вопрос номер 4. Насчет моего диплома, украинский он или российский и так далее. Да, у меня диплом украинский. То есть я заканчивал университет в 2013 году, естественно, диплом у меня украинский. До всех вот этих мероприятий, которые проходили в Киеве. Но по совету одного из работников моего университета я его потерял. Взамен я получил дубликат уже российского образца, который вполне действительно в России. Но в США, в принципе, я как понял, все равно, откуда у вас диплом. Украина, Россия, неважно. Главное, чтобы у вас был транскрипт, об этом я тоже как-нибудь расскажу. Он должен быть переведен на английский язык, и на нем должна стоять печать вашего университета, причем не гербовая, а обычная печать. Тоже, в принципе, такая полусерая тема, потому что печать можно и подделать. Вопрос номер 5. Какие страны дают Шенген для крымчан? Ну, немножко погуглив, я нашел, что Италия, Нидерланды, Греция и Чехия дают без проблем крымчанам визу. Но у меня виза финская. Даже так, давайте так. Первая виза у меня была Швейцария, потому что у меня была виза по работе с вызовом из Швейцарии на 4 дня, разовая, съездил, дали без проблем. Далее, так как мы жили в Санкт-Петербурге, к тому времени уже 2 или 3 года, не помню, наверное, 3 года, мы обратились за визой в финское посольство, где мне и моей супруге дали на полгода визу, тоже без проблем, в течение, по-моему, там 1 или 2 недель выдали паспорта. И затем, по истечении тех сроков полугода, я обратился, и моя супруга, мы обратились повторно за финской, и мне дали на год, жене дали на полгода, не знаю, с чем это связано. Но мы жили в Санкт-Петербурге, а жителям Санкт-Петербурга финская виза выдается по упрощенной схеме. Но опять же, мы не были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, у нас была временная регистрация, а постоянная регистрация в Крыму, в городе Симферополь. Должен сказать, что наши загранпаспорта выданы Санкт-Петербургом. То есть я получал свой первый загранник российский в Санкт-Петербурге, жена, так как меняла фамилию, она меняла на Санкт-Петербургский. Первый у нее был Краснодарский. И номер 6. Вау, вопросов, конечно, здесь много, я так прям смотрю, прям довольно-таки. Давайте ответим по порядку. Для full-time студентов есть минимальное количество кредитов, которые надо брать. Это не банковский кредит. Credit hours. Для PhD студентов это 9 кредитов в семестр. Одна лекция обычно это 3 кредита. Соответственно, 3 лекции в семестр. В прошлом семестре у меня было 3 лекции. Соответственно, это было 9 кредитов. В этом семестре у меня 2 лекции, еще один предмет, так называемый Independent Study. Это не лекция, но я об этом расскажу как-нибудь попозже. Каждая лекция длится 3 часа, как я говорил уже ранее. При этом в прошлом семестре у меня было 2 лекции подряд, 6 часов. Это прям too much. Это прям очень тяжело, потому что, во-первых, и есть хочется, и сходить куда-то надо, а перерыв между лекциями 10 минут всего лишь. Это немного, поверьте мне. Профессоры бывают разные. Кто-то давит, кто-то дает, наоборот, слишком много свободы. И это вот зависит, мне кажется, не от университета, а именно уже от личных отношений. Мой первый адвайзер, он больше относился к первой категории. Он прям требовал, надо было делать задания, прям плохо относился, если ты не выполнял их. Я от него ушел. Мой нынешний говорит наоборот, что дает как можно больше свободы, что мне нравится. Но, конечно, тут надо самого себя контролировать, потому что очень часто ты ничего не делаешь, потому что тебе лень. Насчет того, как писать статью, ну, я бы не сказал, что кто-то давит. Тебе уже самому хочется писать статью, и ты ее напишешь, если у тебя есть о чем писать. Но, опять же, не надо бояться. Статьи бывают не такие уж сложные, это не обязательно какое-то супер-мега открытие. Это может быть просто какие-то твои наблюдения, ты сделал какой-нибудь курсач, в течение этого курсача ты показал какой-то результат, и это уже можно публиковать. Не факт, что это примут, но ты можешь начать публиковаться, это полезно, это хорошо, особенно если ты в дальнейшем собираешься продолжать работать и на академии, то есть в университетах. Сессии как таковой нет,
есть домашние задания. Есть так называемый Finals Week, есть Midterm Week. Это обычно Midterm, это перед каникулами, средняя, то есть в семестре проводится оценивание. И Finals Week это где обычно проводятся либо экзамены, либо сдаются курсачи, там проекты и так далее. Но это не сессия в нашем понимании, когда не надо ходить на занятия, и ты только ходишь и даешь экзамен. Finals это все те же самые занятия, которые ты просто приходишь, но вместо занятий ты сдаешь экзамен или представляешь свой курсач. Проекты выполняются в течение семестра. Надо также показывать, какие у вас результаты. Это может быть midterm report, может быть прямо pre-finals report. Это когда там за 2 недели до того, как и презентовать, вы уже должны показать, что вы сделали. Насчет тестов. В прошлом семестре у меня не было никаких тестов вообще. И как я понял, на уровне PhD тесты, по крайней мере в моем университете, не проводятся. Слава богу, это снимает большое количество стресса. Хотя в этом семестре я взял Machine Learning класс, он не только для PhD студентов, он и для магистров. Вот тут у нас появился midterm. Я его сдавал онлайн, потому что коронавирус и занятия в классе отменили. Но это был онлайн на Blackboard. Это такая система, которую все, кто учится в США, знают. Это ваш дневник. Экзамен проходит онлайн, то есть как только вы начали, все, пути назад нет. 1,5 часа, есть вопросы. Обычно это тестовые вопросы и довольно-таки простые. И open book, то есть вы можете и в интернете посмотреть, и в лекциях, и так далее. Но так как этот тест создает ваш преподаватель, вопросы неизвестные, вы не сможете найти ответы в интернете. Отчетности в первый год нет никакой. Точнее, ее, наверное, и во второй год нет, и вообще нет такого, что ты должен в какой-то срок что-то сдавать. Есть, опять же, такое понятие, что первый года 1,5-2 вы берете предметы, которые вам надо изучить для вашей диссертации. Есть обязательные предметы. В моем случае это Research Foundations. Это как делаются исследования. Multivariate Statistics for Engineers – это, как же это переводится? Многомерная статистика для инженеров. И третье – это Advanced Research Methods, о том же, как же вести исследования. То есть это обязательные предметы, которые нужно сдавать, чтобы быть способным защитить свою диссертацию. Как только вы сдаете эти предметы, вы можете сдавать Candidacy Exam, это кандидатский экзамен, по результатам которого вы уже начинаете писать диссертацию. После того, как вы сдадите Candidacy Exam, вам не надо брать лекции, то есть вам не надо брать 9 кредитов в семестр, и, в принципе, все время, которым вы занимаетесь, это ваше исследование. Кроме Teaching Assistantship. Вас действительно могут использовать как Teaching Assistant или как Research Assistant, но хотя бы не надо делать никакого домашнего задания, не надо париться, что вас поставят плохие оценки. Параллельно с тем, как вы поняли, что вы хотите делать и какая тематика вашей диссертации, вы собираете комиссию. Комиссия обычно не менее 5 человек, из которых один человек как минимум должен быть вне вашей кафедры. Один из этих людей – это ваш адвайзер. То есть, по сути, 3 человека. То есть, это должен быть адвайзер, человек вне вашей кафедры, соответственно, это больше специальность, к которой вы склоняетесь в своем исследовании. Chair – это зав кафедры, и еще 2 преподавателя с нашей кафедры. И вы с ними работаете каждую неделю, 2 недели, как вы договоритесь, вы отчитываетесь, но не в том плане, что вы выполняете их задания, а вы делаете свой проект, вы пишете свою диссертацию и обсуждаете с ними вашу работу. И они уже вас направляют, задают вопросы, то есть вы будете готовы ответить на их вопросы к моменту защиты. Это очень классно, мне на самом деле очень нравится. Ну а теперь ситуация с коронавирусом в США. Могу рассказать, есть здесь у меня знакомая врач, которая рассказала о том, что в одном из домов престарелых жило 120 человек преклонного возраста. Соответственно, это и есть та самая зона риска для коронавируса. У них умерло порядка 16 человек. После этого проверили всех остальных. Оказалось, что еще у 53 есть коронавирус, но у них абсолютно нет никаких симптомов. Естественно, никто не знает, может быть спасен от этого или нет. Но одно ясно точно, что от этого вируса страдают только те, у кого есть проблемы с дыханием, либо слабый иммунитет. Ни для кого не секрет, что в США действительно есть проблемы с ожирением, а те люди, у которых ожирение, у них есть проблемы с дыханием, потому что им и так надо много дышать, чтобы насытить кислородом все свои ткани. А еще и вирус, естественно, наступает двусторонняя пневмония, и они либо умирают, либо recovery, восстанавливаются. Вот у нее же, она также рассказывала клиентка, у нее был диабет, и есть диабет не уходит никуда. И она заболела,
у нее была двусторонняя пневмония, полежала недельку в больнице на вентиляции, и все, выздоровела. И больше она не болеет и не сможет заболеть, потому что у нее есть антитела к этому вирусу. У нас не так все плохо, как в России. Ну, давайте так, у нас не так плохо, как в России, потому что в России, насколько я знаю, запрещено выходить из дома, надо какую-то там Филькину грамоту показывать, если ты вышел, нельзя заходить в магазины без маски и так далее. Здесь ничего такого нет. В Америке действует естественная свобода человека. Уже чисто губернатор штата выбирает вводить какие необходимые ограничения. Тот же самый Трамп, он может попросить внести ограничения, но не он решает, вводятся ли ограничения или нет. Например, он хотел ввести запрет на выезжание из штата в штат, то есть пересечение границ между штатами, но губернаторы не согласились, потому что это нарушение основных свобод граждан, и не только граждан, но и всех жителей США. У нас можно ходить по улицам, ты можешь выходить из дома, ты можешь ходить в парки, ты можешь ходить на пляж там, и так далее. Естественно, закрыты детские площадки, то есть то, где чего можно касаться, это все закрыто. Но главное правило — это не собираться группами больше 10 человек, и даже в тех же парках мы ходим спортом, занимаемся, видим, как администрация разъезжает на своих гольф-карах, если видит, что большое скопление людей, они их просто разгоняют, чтобы не стояли в сторонке друг от друга. Это может глупо, может нет, но, опять же, никто не выписывает штрафов, никаких штрафов, денежных наказаний нет. Это в нашем штате. Не знаю, как в Нью-Йорке, там, возможно, все жестче. То есть, где ситуация хуже, там будет наверняка пожестче правила. Но в нашем штате ничего такого нет. Не работают кафе. То есть, нельзя есть в кафе, но они все работают на вынос. Вы можете зайти в кафе, там же заказать, просто вам выдадут это все пакетики с собой, и вы можете покушать у себя в машине или дома, или на природе, неважно где. Многие работают на доставку, которые даже не работают никогда, и доставка бесплатна. Американцы очень любят свои local, у них есть даже такой слоган, это support local, buy local. Они помогают местному бизнесу и поддерживают их финансово, заказывают у них. Это бьет больше по крупным компаниям, потому что IKEA не работает, она не работает даже на доставку. Не работают всяческие крупные банки, не работают филиалы, то есть только онлайн. Не работают наверняка какие-нибудь крупные компании. Да, не работают моллы, то есть эти торговые центры. То есть шмоток купить модных не получится сейчас, вот так прийти и купить, но можно сделать это онлайн. Amazon работает, доставка работает, и я не вижу больших проблем. Если вам нужна какая-нибудь одежда, просто чтобы носить одежду, Walmart, там всегда есть одежда, она причем хорошего качества, не то что в Ленте или в Ашане, и нет никаких проблем. С недавнего времени, кстати, в Walmart тоже ввели ограничения на количество людей, которые может посещать Walmart. То есть есть в одном месте вход, в одном месте выход, они отслеживают, сколько людей заходит и выходит. Нельзя взять тачки просто так, они теперь сами моют тачки, санитайзят, чтобы не распространять. Но на это, в принципе, все. Ну, сделали разметку, где стоять в очереди. На самом деле, немногие за этим следят. Многие стали носить маски, то есть если в начале там 10% людей носило маски, то сейчас процентов 70-80 носят маски. Маски носят всяческие, от обычных бандан до вообще дурацких каких-нибудь пакетов, кто-то в шарф заворачивается. На самом деле глупости тоже очень много. Люди везут тележку в перчатках, при этом трут лицо, или у них дети бегают, тоже трут лицо, и они без перчаток, естественно, в семье тоже будет заражение, и непонятна их логика. Но люди везде люди, все боятся неизвестного, пытаются как-то защититься, и я не вижу в этом большой проблемы. Я, по моим ощущениям, предчувствую, что после апреля вся эта канитель пойдет на спад. Она не закончится, она пойдет на спад. И я думаю, что к концу лета уже будет все открыто. У нас уже продлили режим Stay Home до 10 июня, губернатор продлил его. А также все летний семестр, летнее обучение перевели также онлайн. Мне не нравится только тем, что спортзалы закрыты, и не хватает немножко массовых мероприятий, где можно встречаться с людьми, веселиться и отдыхать. Вот такая ситуация с коронавирусом. Мы с Мигелем попытались ответить на ваши вопросы. Я также прошу задавать еще больше вопросов. Я стараюсь делать видео интересным. Вы меня также не забывайте теребить, потому что
лень, также прокрастинация, это все мои грехи. Я буду рад даже делать видео для вас. Вы можете сообщать тематику, о чем хотелось бы вам услышать, и я буду об этом рассказывать. Мне интересно делиться впечатлениями и своими мыслями. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч!